Всем привет, я Макс Асабин, и это новое видео о моем 30-дневном челлендже, в котором я создаю по одному новому арту в фотошопе каждый день. Вот что получилось в первую неделю этого челленджа. На каждую из этих работ у меня уходило по 2-4 часа, и учитывая, что я справился, а не бросил эту затею в слезах, вторая неделя началась в приподнятом настроении. На 8-й день я снова решил воспользоваться проверенным способом поиска идей через генератор случайных существительных. Однако в этот раз он раз за разом выдавал совсем неподходящие абстрактные слова. Я по-честному искал в стоках даже такие слова, как прародитель, болеро, тяга, скорость, но очевидно результаты были так себе, пока не попалось простое слово топор. И тут идея почти моментально пришла в голову. Состарить топор и воткнуть его в фэнтезийный пенек. Конечно же, стандартная форма не катит, и деформируя каждый элемент отдельно, я превратил его во что-то более изящное. Забавно было даже наткнуться потом на пару претензий, где меня обвиняли в обмане, мол, на до и после не один и тот же топор, чувак. По задумке это древний артефакт, поэтому я решил спрятать его в проросшее камнями место. Помимо общего силуэта, форму нужно преобразить и внутри, прорисовав более грубые углы. Но и самое главное, я намешал на нем столько текстур дерева, активно играя с кривыми и параметрами наложения, что уже сам перестал понимать, какой слой за что отвечает. На данном этапе уже в принципе все собрано. Можно сдвинуть все в мрачные тона и начинать играть со светом. Сначала я пробовал вариант со светом откуда-то сбоку. Это могло бы быть интересно, но нарисовать его с нуля и реалистично в рамках 3-4 часов сложно. Второй вариант с магическим светом из-за разлома внутри пня по-своему интересен и однозначно проще. Ну и достаточно большая финальная часть работы с общим светом, цветами и акцентами. Для этих же целей я местами подрисовывал дымку. Хейтерам воздушной перспективы поясню. Не всегда, а точнее почти никогда, дымку рисуют для того, чтобы спрятать косяки. Для художников, работающих с фотоманипуляцией, это один из редких инструментов, позволяющих очень сильно управлять композицией и акцентированием. В рисовании с нуля фон можно сразу нарисовать низкодетализированным, а топор и пенек проработать детально. И это бы заставило зрителя разглядывать именно то, на что ненавязчиво указывает художник. А в околореалистичной фотоманипуляции мы не можем нарисовать фон простыми силуэтами. Фотки что переднего, что заднего плана одинаково детализированы. Поэтому иногда мы размываем их, играем с тенями, где-то уменьшаем насыщенность или контраст. А моя цель не сделать невообразимо реалистичное, неотличимое от фото изображение, а просто создать художественную картинку, в которой я передаю кусочек своей эмоции, воображения и авторской задумки. Вот такой результат у меня получился. Из-за усложняющегося поиска идей через рандомные слова я начал придумывать идеи самостоятельно. Хотел что-то вроде Дюны. Сперва использовал Blender. В роли космокорабля огромный куб. В роли классического мини-челика из концепт-артов базовая модель человечка. В роли песков плагин ANT Landscape. Впрочем, спойлер, пески я заменю фотками. Из моделинга у меня тут классические ленивые рандомные манипуляции от фотошопера, который лезет в Blender, и легкое текстурирование. Ну а я доделываю простенькую основу, насколько мне позволяют мои навыки и лень. Рендерю и перекатываюсь в Photoshop. Как и обещал, пески перекрываю, совмещая два разных исходника. Кривые с наложением Blend-If помогают вытянуть свет, чтобы идеально совместить их. На фон кладу легкий силуэт гор и вписываю все по воздушной перспективе. Кораблям это придаст масштабность. Для той же цели я фотобашу мелкую детализацию. Я не придерживаюсь в этом четкой логики. В первую очередь нужен просто контраст мелких деталей, который будет подчеркивать масштабность кораблей. В качестве исходников для этого я беру фотки древней архитектуры из всяких пустынных территорий. А для технологичности добавляю кусочки от обычных кораблей. Все эти текстурки смешиваю через Blend-If, попутно работая над их цветом кривыми. Правда, такое сочетание Blend-If и кривых на куче слоев всегда сильно замедляет быстродействие проекта и создает кашу в нем. Поэтому по возможности рекомендую избегать такого и сливать это все на какие-то отдельные слои. Далее переходим к песочным завихрениям. В любых мелкодисперсных проявлениях всегда помогают кисти дыма. Ими же добавляю и светотеневой объем на этих песках. А для большей резкости и динамики работаю более грубыми гранжевыми кистями, размазывая их пальцем. Последним большим этапом остается отрисовка персонажа на основе 3D макета. В
таких мелких масштабах не нужно сильно запариваться с детализацией, поэтому никаких фоток я для этого даже не использую. Под конец вношу несколько мелких доработок и завершаю этот арт. Он мне нравится. С самого начала челленджа я хотел сделать какой-то арт с легкой кастомизацией авто. Изначально планировал это еще в работе 3-го дня, но тогда не позволило время. Поэтому на 10-й день я сразу же выбрал старый гольфик с подходящим ракурсом и, отталкиваясь от этого, уже в процессе додумал, что тут будет кроме машины. А добавить я решил свою, теперь уже постоянную героиню в желтой куртке, собрав, как всегда, по кусочкам. Фон, хоть и также собран из многих кусочков, не содержит в себе какого-то обилия деталей, чтобы не отвлекать от переднего плана. Для раскраски и обклейки авто я использовал Vanishing Point. В фотошопе на русском это вроде бы называется исправление перспективы. Здесь можно создать направляющие, совпадающие по перспективе с нужными вам поверхностями, а затем вставить туда заранее заготовленные элементы. Некоторые, кстати, думают, что я буквально идеально знаю весь Photoshop, но скажу честно, многими функциями я либо не пользовался никогда, либо пользуюсь очень редко. Vanishing Point как раз из таких. На таймлапсе может незаметно, но в записи без ускорения видно, как я иногда неловко тыкаюсь в эти направляющие, не сразу добиваясь нужных результатов, просто потому что инструмент не кажется мне достаточно удобным. К слову, полные неускоренные записи моей работы я упомянул не просто так, они доступны на моем Бусти и Патреоне. А помимо них и PSD файлов, там есть кисти, арты в 4К, разные заметки и изредка мини-уроки. Вы можете подписаться на определенный уровень как единоразово, чтобы просто посмотреть имеющийся контент, так и на постоянку, если желаете поддержать мой канал. Тем временем я облепил машину разными наклейками, раскрывающими интересы и увлечения героини. В итоге я оставил не все, что пробовал добавить, но перебирал довольно разные отсылочки. Внимание, бейт на комменты через 3, 2... А вы узнали все, что на наклеечках? Что из этого смотрели и любили в детстве? Пишите в комментариях. Общую разноцветную покраску я сделал разными настройками карты градиента, которые распределял, прорисовывая их на масках в определенных частях. Кузов состарил, спрятав явные четкие отражения, выдающие глянец исходника, и прорисовав разные грязи и коцок, особенно на всяких краях и углах металлических частей. Попутно немного разбавил воздушную перспективу, так как фон выглядел контрастнее переднего плана, чего быть не должно. После всех этих манипуляций с кузовом он стал излишне матовый, и я добавил мягкие рефлексы по краям, лучше вписав его в окружение. Персонажей я также дорисовал теней, отцветов, и после разных других доработок арт был готов. На следующий день готовых идей у меня не было, и я вернулся к рандомной генерации слов. Но выловить оттуда что-то, как всегда, было нелегко. Перебор разных неподходящих слов все-таки каким-то образом навел меня на интересные природные фотографии, что и увело меня в мысли об озерах и каком-то спокойном пейзажике. И основу этому задал главный исходник с вот таким гавайским домиком. Хоть элементов, из которых все собиралось, тут не меньше, чем в многих других артах, именно работа над этим прошла очень легко и заняла всего 1,5 часика. Это, возможно, рекордсмен в этом плане. Впрочем, на мой взгляд, ей не хватило какого-то выделяющегося элемента. Как говорил один рэпер, в этом, возможно, что-то есть, но точно чего-то нет. Одной из таких цепляющих деталей могло быть светящееся дерево, которое я придумал еще в начале работы. Но когда я его сделал, я понял, что оно просто не работает. Зато свет получился достаточно аккуратным. В общем, не буду жаловаться, что работа мне не нравится, дело тут лишь в отсутствии вау-эффекта. Еще я пытался добавить олененка, но он совсем плохо считывался и показался мне лишним. Ну а отражение под конец я срендерил в блендере, и готово. 12-й день показал чудо рандома, выдав мне абсолютно неконкретное слово «сцена», но по которому внезапно вторая в списке фотка оказалась максимально удачной. Увидев этот мостик около водопада, я вспомнил, что давно хотел что-то в приключенческом сеттинге в джунглях. Я всего пару раз делал что-то из этой темы, но это были просто частные заказы, которые я так и не смог показать у себя на страничках. Одним из самых проблемных мест в этой работе была обтравка деревьев из-за пестрого однородного фона. Я по максимуму вытягивал маску через микширование каналов, но потом ее неидеальность еще скажется на работе. Верхнюю часть водопада я заменил, чтобы, во-первых, сделать его фактурнее, а во-вторых, освободить пространство для эпичной головотигровой горы.
За основу я взял тигра, покрыв его текстурами скал и стараясь обыграть рельефом его объем. Также я взял раскраску его шкуры, вытянул в черно-белую маску и всячески поиздевался через галерею фильтров. Задумка была такой, чтобы в белых областях этой маски раскидать деревья, а в черных оставить скалистые текстуры. По задумке это должно было сохранить узнаваемость тигра. На деле все не так просто, и скалы слишком сливались с зеленью, и на тигра это как-то особо и не похоже. Я много перерисовывал отдельные кустики, перераспределял маску, рисовал тени, свет, затемнял скалы. Это все делало картинку лучше, конечно, но сильно узнаваемым тигр так и не стал. Максимум, что я видел возможным сделать, взять ту самую расцветку тигра, обработанную разными фильтрами, и наложить на текстуру камня чуть более очевидно. И после этого я решил оставить гору в покое. Далее я делал несколько мелких доработок по склейке кусочков водопада, добавил небо и перешел к работе с цветом, светом и так далее. Начав с воздушной перспективы. Попутно прорисовывал брызги водопада, в скобочках кистями дыма, как и пески в пустыне. И увел деревья в тень. Тут и начали всплывать те самые проблемы с их обтравкой. Если с нижней частью леса все понятно, то сверху я планировал добавить немного солнечного света. А значит, это должно было отразиться и на деревьях. Но из-за неидеальной обтравки они смотрелись слишком чужеродно на фоне чистого светлого неба. Я пытался это исправить даже после того, как уже выключил запись, но результат так и не показался мне идеальным. Впрочем, отношение автора к своей работе далеко не всегда коррелирует с ее принятием аудитории. А эту работу в соцсетях приняли очень хорошо, и меня немного отпустило. Я даже не заметил ни одного коммента о том, что в деревьях и их вписанности что-то смущает. А значит, в эту ночь я спал сказочно. И рандом следующего дня одним из слов мне выдал именно «сказку», что достаточно быстро навело мысли о магической книге, стоящей на постаменте в каком-нибудь заброшенном древнем храме. Я нашел еще и интересный исходник для фона с легкой полосочкой света на стене, который я вытянул в маску, аккуратно доработал вручную и мог использовать для экспериментов со светом. И уже на этом этапе я не смог определиться, какое освещение мне нравится больше – холодное или теплое. Поэтому старался работать и сохранять слои так, чтобы в конце я смог опробовать оба варианта. А вот что сохранить не удалось, так это огромную часть записи работы над этим артом. В какой-то момент после паузы в записи я просто забыл включить ее обратно. Обидно, что на записи осталась только работа над фоном, в котором кроме света ничего сложного. А передний план, который собран из малейших кусочков, не записан. Так что давайте я просто покажу вам раскладку слоев. Но зато это та работа, которая меня вполне устраивала уже в процессе. И закончил я ее без каких-то мук творчества. Какой вариант освещения, кстати, нравится вам больше? Я для себя выбрал теплый, но выложил оба, чтобы каждый выбирал сам. Ах да, в Телеграме каждую работу я публиковал еще и файлом, чтобы все желающие могли использовать их в качестве обоев. И в целом в Телеграме я чаще всего делюсь какими-то мыслями, общаюсь с подписчиками, там есть чатик, переходите, там очень интересно. Ну и последний день второй недели я продолжил на сказочном вайбе. Идея пришла ко мне в голову еще ночью. Она достаточно проста. Создать боевую сцену двух зверушек, но не простых, а олицетворяющих стихии льда и пламени. Но несмотря на эту простоту, я видел в этом интересный визуальный потенциал. Так как когда-то давно, в древние времена создания рэперских обложек на заказ, у меня была одна из любимых работ, где получилось интересно визуально обыграть такое же сочетание. И давненько хотелось повторить это в личном творчестве. Вообще, после 2 недель челленджа можно заметить интересный опыт. С таким форсированным режимом работы я наконец-то заставил себя поработать над многими идеями и сеттингами, которые долго лежали на дальней полке и бесконечно не находили себе места в моем ленивом графике. Это один из плюсов этого челленджа, а о минусах мы еще поговорим в последних неделях. Собрав основу из главных исходников и определившись с ракурсом, я отправился в Blender, чтобы наскульптить медведя на основе фотки. Мне это виделось лучшим вариантом по созданию ледяного зверя. Для начала я использовал метабол. Это такие слипающиеся шарики, которые удобно использовать, чтобы создать первоначальную примерную форму. А уже потом проработал все получше в скульпте. В нем я, конечно, не мастак, но для ледяного медведя хватило и моих навыков. С настройкой шейдера проблем особо не возникло, а попутно я еще и сделал снежную подложку под медведем и налепил снега поверх него.
фотошопе я в легкую накинул на него оригинальную фотку, чтобы все же виднелась морда и немного очертания шерстки. Хотя, пожалуй, это очень сомнительная идея, но ледяных зверей я делаю, прямо скажем, не каждый день. Я импровизировал. Но орла покрыл огнем через мой градиентный метод. 100 раз о нем уже повторялся, но если что, ищите вот это. Воспламенив орла, я понял, что мне стоило получше проработать такое освещение и в 3D-сцене. Поэтому я вернулся туда, вставил туда слой с орлом и задал ему свечение. После этого в фотошопе остались лишь мелкие ручные доработки. По общим цветам, дорисовки детальных отцветов, теней, как всегда. В общем-то, работа для аудитории прорывной не стала, но мне понравился этот опыт. Отдельным людям в комментах даже не было очевидно, что это ледяной медведь. И парочка человек писали, что у медведя что-то странное с шерстью. Я думаю, это потому, что я просто выбрал не лучший ракурс, с которого прозрачность просто не так очевидна, как я хотел. Но ничего, в будущем попробую что-то подобное оформить получше. А как вам работы второй недели челленджа? Какие понравились больше других? Если видео было интересным, можете поддержать его комментами и лайками. Большое количество комментариев помогает попадать в рекомендации, и если вы мне с этим поможете, я буду очень благодарен. Ну а как сильно я благодарен моим подписчикам Бусти и Патреона, даже словами не описать. С тех пор, как я начал этот челлендж, количество видосов и PSD-файлов там выросло в разы, так что рекомендую присоединиться и вам. И до встречи в следующей части. Не содержит в себе какого-то сложного содержания. Содержит.